Добрый день! Вы на канале Travel with a Smile. Это 6-я серия фильма «Дикая-дикая Африка» о нашем путешествии по наиболее отдаленным паркам Ботсваны и ЮАР. Будем благодарны за комментарии, также предлагаем подписаться. Напоминаем, что по ссылкам в описании можно перейти на серии, которые вы пропустили. Итак, мы путешествуем в группе из 6 внедорожников по красным пескам пустыни Калахари, вглубь Ботсваны. Останавливаемся в диких кемпах, осваиваем секреты жизни в местах, где нет и малейших признаков цивилизации. Прекрасно оснащенный автомобиль позволяет нам максимально комфортно организовать быт днем и хорошо отдыхать ночью. Мы устраиваем фотоохоту на животных, наблюдаем за их поведением, а иногда и проверяем себя на прочность, как случилось прошлой ночью с гиенами. Об этом мы рассказываем в предыдущей серии «Жуткая ночь с гиенами». Посмотрите. В этой серии вас ждет еще одно ночное приключение. Досмотрите до конца. А начнем мы с заката. Цветовое шоу, разыгрывающееся в африканском небе каждый вечер, это отдельная впечатляющая часть нашего путешествия. Мы приехали к поилке, чтобы полюбоваться этим чудом природы. Выходим из машины и с восторгом разглядываем небо. Открытый горизонт, широкий небосвод и буйство красок целиком захватывают наше внимание. И мы не замечаем появления коричневой гиены. Она беззвучно проходит к поилке в метре от нас. Быстро запрыгиваем в машину и уже из кабины продолжаем наблюдать за хищницей. Сверкнув на прощание огнями глаз, гиена скрывается в темноте ночи, а мы возвращаемся в лагерь. Еще один день заканчивается. На смену ночи приходит утро. Сегодня завершающий день в парке Мабоа, и с утра мы еще не знаем, какой сюрприз готовит нам парк ночью. Но все по порядку. А пока приглашаем прокатиться по парку на последнее сафари. Утро, резвятся антилопы. Едем дальше. Мы чуть не проезжаем мимо гепарда. Он тихонько устроился в траве у самой дороги. Услышав нас, высунул голову из густых зарослей. Гепард – самая мелкая из больших кошек. Ее вес и размеры не позволяют ей противостоять своим врагам – львам, леопардам, гиенам. При встрече с ними чита, он же гепард, предпочитает оставить добычу и спасается бегством. Это очень красивая и грациозная кошка, имеющая славу самого быстрого животного. В погоне за добычей чита мгновенно набирает скорость до 100 км в час. Длинный хвост служит отличным балансиром в случае резкого разворота. Мы останавливаемся на открытой площадке, осматриваемся. Вдалеке пасутся ориксы. Подъедем ближе. Ориксы – третьи по величине антилопы. Они очень быстрые и выносливы. За отличную реакцию их называют фехтовальщиками. Они слывут забияками, так как часто устраивают бои. В ход идут длинные, острые рога. Побежденный покидает поле боя. А вот хищникам не так везет. Разъяренный орикс, защищая себя и потомство, может проткнуть льва острыми рогами.
А вот и еще одна чита. Какая удача! Она с трофеем. Мы застали ее за завтраком. Что ж, нам тоже пора подкрепиться. Выберем красивое место и отдохнем. Сегодня наше место дислокации Ле-Шалуага. Доброе утро. Доброе утро. А что вы делаете? Варим овсяночку, делаем тосты с масличком, с джемом. Овсяночка готова. Ой, медик. Красиво? Да, ну что? Ну, перебираемся к столу. Мы встретили наших согруппников. Они сказали, что здесь был лев ночью сегодня. Ну, может быть, нам повезет? Испытаем удачу. Где-то вдалеке мы слышим рык льва. Принимаем решение провести здесь весь день. Может, лев придет поздороваться? О, слышишь? Но мы решили подождать. Вот раскладываемся с рисованием. Машину поставили на солнышко, чтобы солнечная батарея заряжалась. Ну и ждем. Welcome! Ну, засады, они бывают разные, да? И вот такие тоже. Как же охота, когда охота, да? Это слово. Мне сверху видно все. Ты так и знай. Да, я к этому красавцу, который здесь фотографировал. Их слышно. Под рев льва рисую милых журавлей. Ну, у каждого свои занятия. Чистим солнечные батареи. Мы здесь надолго? Да. Пока вода не закончится. Мы остались одни. И не теряем надежды. И рассчитываем на победу, да? 100%. Мы ждем львов и собираемся готовить ужин. А на ужин у нас сегодня сальмон и жареная картошечка. Ну, я думаю, если наши гости нам не помешают, то план удастся. В стране диких зверей разжигаем костер. Вот одной спичкой, оказывается, можно разжечь костер. Опять же вечерело. Небо затянуло тучами. Мы пожарили картошечку, запекли рыбку. У нас есть охлажденное вино. У нас теперь места в холодильнике хватает, да? Валом. Ну, смачного. Да. Ну что ж, наш последний закат в Мабуа-парке, пустыне Калахари. Без фотошопа краски. Невозможно. Мы провели здесь неделю практически. Было интересно. Мы увидели великолепные закаты и великолепные восходы. Ну а теперь то, что мы вам обещали в начале фильма. Последние сполохи солнца озаряют небо. Пару минут и наступит темнота. Еще засветло мы собрали столик, стулья, посуду. Рядом приготовили фонарик и фотоаппаратуру. Мы очень быстро возвращаемся к машине. Рев льва звучит все громче и надрывистее. От этих вибраций внутри все сжимается, мысли останавливаются, волнение наполняет каждую клеточку. Человек не может долго находиться в страхе, так и мы. Любопытство берет верх, и мы тянемся к видеокамере и фонарику. Делимся с вами этими редкими кадрами. Лев выходит на поляну прямо перед окном палатки. Мы вскакиваем, прижимаемся к стене, не дышим. Не отводя глаз, следим за движением огромного зверя.
Гиены, посетившие нас предыдущей ночью, показались нам детским садом. А лев, не обращая на нас внимания, обходит место нашего обеда и ложится напротив, как бы говоря: «Вы меня ждали? Вот и я, наслаждайтесь». А вот и рассвет. Мы благополучно собрались. Слава Богу. Утренний дозор. Видно все. И так и знай. Ты так вписываешься в эту атмосферу. Но сегодня у нас была личная охрана ночью. Прямо возле нас спал в кустах лев в траве. Дышал, мы слышали, как он дышит. Так, спали спокойно. А сейчас утро, 6 часов. Как ни в чем не бывало, пробегает шакал. Делаем объезд территории. Быстренько собрались, тихо-тихо, на цыпочках. Рассматриваем следы возле поилки. Следы и льва, и леопарда. В общем, ночка удалась. Он таки пришел. И пришел, видимо, не один, а с леопардом. Потому что здесь и следы леопарда, и следы льва. Хрестоматийные просто следы, да? Вот так можно представить размер лапы. Но не маленький мальчик нас посетил. К счастью, наше ночное приключение закончилось благополучно, и мы спешим в лагерь к нашим друзьям. Нас переполняют впечатления, которыми мы хотим поделиться. Сегодня мы возвращаемся в Носок. Но об этом наша следующая серия. Подпишитесь, чтобы не пропустить. А мы благодарим вас за просмотр, ждем ваших лайков и комментариев и, как всегда, желаем вам мира и добра.